Что для вас хорошая машина? Пробег? Состояние? Комфорт? А запах? Как новая. Для каждого своя хорошая машина. Найдите ее на Автору. Снова всех приветствую, друзья, на канале, и в этом видео я решил пойти еще дальше во все тяжкие и, пользуясь случаем, купил на Озоне сразу 3 девайса по отличной цене на общую сумму 4500 рублей. И казалось бы, да, это почти 5000, но вы только вдумайтесь на секундочку, что мне удалось урвать за эти 4500. Во-первых, это крутейшие беспроводные наушники Sony XM5, да, те самые за 1800 рублей. Во-вторых, это внешний портативный жесткий диск Seagate, внимание, на 2 терабайта и тоже всего лишь за 1800 рублей. И третье, это мультизарядный пауэрбанк на целые 20 тысяч мАч за смешные 700 рублей. Только представьте, 700 рублей за пауэрбанк на 20 тысяч. Это просто невероятное везение, друзья. Такое бывает только раз в жизни и только на супер популярном маркетплейсе Озон. Разумеется, я склонен почему-то доверять Озону, поэтому сразу сделал заказ и с нетерпением ждал, конечно же, свои посылочки. И вот, друзья, наконец-то вот они, оригинальные товары с Озона. И теперь давайте с вами начнем открывать коробочки и смотреть, что же там прислали китайские мастера. Но сперва, товарищи, малость, давайте с вами отвлечемся на небольшой перекус. Друзья, я часто заказываю товары в различных сторах, но бывает так, что некоторых девайсов тупо нет в продаже и вряд ли они появятся в будущем. И тут я вспомнил, что существует SDEX Shopping. Если более понятным языком для зрителей, то SDEX Shopping — это удобная платформа для заказа различных товаров от одежды до железа для сборки ПК, и все это из-за рубежа. SDEX Shopping представляет услуги по выкупу и доставке товара из-за рубежа по принципу «все включено». Например, для будущих видео я выбрал себе на сайте видеокарту, которая стоит в РФ дороже, чем за рубежом. Далее я оформляю заказ, и SDEX Shopping находит видяху, выкупает ее и доставляет прямо по моему адресу или в ближайший пункт выдачи заказов SDEX, что весьма удобно. Короче, все очень просто. Также я бы отметил преимущество, что оплачивал свой заказ я обычной российской картой, а доставка в моем случае была прямо до двери курьером. Однако некоторые товары, скажем так, Steam Deck OLED, именно Limited Edition, о котором я тоже хотел бы снять видео, не представлены на витрине. И вот в этом случае есть возможность обратиться к SDEX Shopping напрямую с заявкой на выкуп через специальную форму. И это весьма полезная функция, как по мне. Одним словом, друзья, я думаю, SDEX Shopping — это крайне полезная платформа для заказа различных товаров из-за рубежа. А для меня она удобна, потому что не придется летать специально далеко и шопиться, тратя время и денежки на билеты. Просто можно на сайте выбрать товар, оставить заказ, и далее все сделает SDEX Shopping. Рекомендую. Ссылочки я оставлю в описании под этим видео. Переходите, смотрите. Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, начнем смотреть наши закупочки. И сперва посмотрим на внешний жесткий диск от компании Seagate. Ну, типа Seagate. И поначалу только впервые я взял коробочку в руки. Я даже на какой-то момент честно ощутил, словно действительно у меня в руках фирменный оригинальный жесткий диск от компании Seagate. Ведь настолько качественной упаковки с наклейками даже сложно было представить. Это, если честно, мне кажется, китайцы тупо выкупили каким-то образом именно пустые коробочки прямо на заводе Seagate, прям фирменные коробки, потому что на них даже маркировка есть, серийный номер, это точно идеальная копия фирменной упаковки. Хотя, возможно, это и есть фирменный продукт, мало ли там, не знаю, распродажа была на Озоне, и за 1800 рублей мне реально повезло урвать винт на целых 2 терабайта. И вот после вскрытия первое, что я сразу ощутил, будто бы, знаете, вот немножко недовес. Точнее, довес, но подозрительно мало весит само устройство. Если быть более точным, оно нормально весит, но я знаю, действительно знаю примерно сколько весит нормальный винт на 2,5 дюйма. И тут что-то вот действительно очень подозрительное. Хотя, опять же, он не пустой и вес имеет. Короче, странное ощущение, скажу я вам. Далее в комплекте нашлись, внимание, аж целые 2 инструкции с нормальным переводом. Но еще раз, друзья, на секундочку, это фирменная инструкция, как пользоваться винтом, как инсталлировать, как форматировать и так далее. Ну, тут как бы точно я был вначале прав. Китайцы действительно, скорее всего, скупили пустые коробочки прямо с документацией, потому что это капец насколько похоже на фирменный продукт. Это даже корпус, внимание, корпус, он выполнен не просто из всратого пластика, а там поверхность очень специфичная, матовая, и все эти наклеечки, короче, очень хорошие
хорошее исполнение. А еще, что интересно, кабель у нас специальный USB 3.0, специальный для жестких дисков, тоже непростой, но во всем этом, друзья, есть все-таки небольшая, но помарочка, которая сразу спалила всю контору, и эта помарочка, она явно не вписалась в план китайцев. Это такая смешная, в общем, ситуация. Я решил снять пленочку с логотипа Seagate, и вместе с этой пленочкой снимается краска. Да, прям четко оторвалось напыление, и я уверен, в компании Seagate не делают таких простых косяков. В общем, этот маленький, но интересный момент вызвал у меня такое, знаете, подозрение и немножко, конечно, смутил. Но и, разумеется, первое, что я решил сделать после распаковки, это подключить Wing к своему компьютеру. И после подключения у нас, конечно же, Windows отображается, честные 2 терабайта, точнее 1,9, но это нормально, так и должно быть, типа на самом деле. Как бы все отлично, вот тебе, пожалуйста, 2 терабайта, все скидывается, все работает, но мы-то уже знаем с вами, друзья, эту схему на примере SSD-шников на 32 терабайта с Озона, что это всего лишь просто пыль в глаза, это дешевая китайская ловушка Джокера, и на самом деле это просто прошитый объем на 2 терабайта, и это делается очень просто. И чтобы убедиться в этом, я использовал ту самую известную немецкую софтину, что определяет реальный объем и скорость записи. И, разумеется, сразу же после запуска нам данный софт точно сказал, что у меня подделка, и скорость чтения и записи 20 метров вместо 80, 100, 120 и так далее. И, в общем, объем жесткого диска, общий объем, это 17250 метров, что в пересчете на гигабайты равняется примерно 16 гигов. То есть это просто обычная SD-карточка, скорее всего, внутри на 16, причем это такая, знаете, 100% самая всратая карточка, самая медленная, что выдает там пики 20 метров. И цена такой SD-карточки, на секундочку, в среднем 280-290 рублей. И это точно не 1800 по цене накопителя. Вот такие вот дела, друзья. В общем-то, короче, схема такая, вы можете скинуть хоть 200 терабайт, не знаю, там, хоть 800 терабайт данных на этот винт, он так прошит. Интересно, что бесконечно якобы записываются данные, но если начать открывать эти самые данные, там, допустим, файлики, фильмы, музыку и так далее, они просто не откроются и будут вам выпадать всякие там ошибки и так далее. А реальный объем этого скам-накопителя от китайцев это 16 гигов, обычная SD-карточка, и на этом все. И ясен пень, чтобы закрепить, так сказать, результат увиденного, я решил раскорочить эту качественную поделку с Озона, и что я увидел внутри? А увидел я прям шедевр, который стоит вписать в аналы истории. Да, именно в аналы истории, вы не ослышались. Короче, китайцы, чтобы не палиться с весом устройства, решили просто прилепить внутри обычные маленькие грузики металлические на клей, и тем самым, чтобы у человека просто не возникало подозрения, почему такой легкий накопитель. Но я-то все равно в первые секунды уже понял, что странно, будто бы что-то будет честно внутри, не так, и все равно вес какой-то, маловато. В общем, одним словом, это просто они взяли, присобачили какие-то там металлические чушки, все это залили клеем, и понятное дело, что в микроплату припаяли micro SD карту, что подсоединили к USB 3.0. Вот и вся, друзья, конструкция. Я думаю, тут все понятно. Я снова стал счастливым обладателем SD-карточки на 16 гигов за 1800 рублей. И я буду коллекционировать, честно, уже все эти SD-карточки с Озона, разумеется, и все это спокойно продается на Озоне, и всем на это абсолютно наплевать. Все просто нормал. А папа кто? Папа Нурка, мама Попера. Ладно, думаю, стоит все-таки продолжить наш марафон удачных покупок, и следующий лот в нашем списке является уникальные наушники Sony 1000XM5 за 1800 рублей. Мне даже сложно представить, что это может быть за 1800, хотя в первом примере мы действительно видели, что упаковка и вообще качество поделки очень и очень высокого уровня. Но вот внутренности того трэш-накопителя, они, конечно, меня немножко удивили. А вот тут в нашем случае с наушниками все, друзья, вообще наоборот. Смотрите, значит, сама упаковка просто отвратительная. Во-первых, она сразу по качеству дает понять, что китайцам здесь было просто наплевать. Просто бумажная продукция и пластиковый держатель самих наушников — это откровенный мусор. Ведь настолько дешевых материалов нужно было еще действительно поискать. А я напомню, что фирменные настоящие XM5 от Sony идут вообще в иной упаковке по форме. Плюс там идет, знаете, такой себе чехол в комплекте довольно стильный и довольно качественный. А мне вообще-то вместо кофейных здесь как бы прислали серо-бледно-желтый. Я не знаю, в общем-то, короче, там всем наплевать на Озоне. Так или иначе, друзья, упаковка отвратительная. А само изделие, на мое удивление, выполнено хоть и топорно, но максимально схоже с продукцией от фирмы Sony.
Sony. И форма даже почти такая же, но только нет у нас, конечно же, тач-панели на самих наушниках, нет клавиш перехода в режимы разного звучания, нет там кроме кабеля зарядного вообще абсолютно ничего. Вот такой, в общем-то, у нас комплект. Но что сказать, да, первое знакомство, то есть впечатление, это не тот уровень поделки, что был с винтом от Seagate, типа Seagate, но, что удивительно, эти наушники, они реально беспроводные, они по-настоящему заряжаются и они даже коннектятся через Bluetooth, вполне удачно коннектятся и даже звучат на секундочку, как большинство наушников за 2-3 тысячи рублей, что удивительно. Я просто не понимаю, знаете, зачем вообще китайцы решили косплеить известный бренд и супердорогущий XCM5, что стоит почти 30 тысяч с лишним рублей, если можно было просто сделать свой бренд, типа там Синчунь, Синьпинь, и они бы просто замечательно, отлично продавались. Ведь они работают, они звучат даже нормально с басами, и вот они, китайцы, почему-то решили поднять продажи, сделав прям брендовую подделку, используя имя компании Sony и маркировку модели. Вот это вот действительно очень и очень непонятно. Я решил, в общем-то, по традиции раскручить эти наушники. Это обязательная процедура, и внутри в целом ничего как бы необычного. Есть небольшой аккумулятор, очень маленький, с неясным объемом. Он телепается на проводочки. Эти проводочки переходят в маленькую платку, и сама платка припаяна к динамику, и на этом все. Далее этот динамик заброшен на второй динамик, уже на правую часть наушников, и тоже все там висит на тоненьком проводочке. Короче, качество внутренности на троечку, если честно, но, блин, как бы там ни было, это все равно работает. Правда, не ясно, сколько это будет вообще работать с такой хлипкой начинкой на проводочках, без вообще какой-либо изоляции. Ну, наверное, первый дождь прикончит эти наушники очень быстро. Но вот амбишуры, кстати, амбишуры я решил оставить себе, и думаю их потом заменить на своих старых Logitech, потому что те уже как бы, ну, основательно стерлись. В общем-то, амбишуры эти я купил, как у нас получается, за 1800 рублей. Что насчет звука, то ему я ставлю, конечно же, 6 баллов. Тут прям, ну, действительно достойный звук, да и материал вообще этих наушников неплохие, а все остальное это откровенная двоечка. В общем, вот таким самопалом промышляет у нас сегодня Озон. Не вздумайте покупать именно этот контрафакт, это абсолютно того не стоит. Лучше за эту 1800 рублей просто покушайте роллы Филадельфия, и пользы вам будет действительно от них больше. Ну, а мы с вами, друзья, движемся далее, и теперь, парни и девушки, самый интересный продукт, как по мне, в этой тройке, это Powerbank с мультикабелем и большим зарядом на 20 тысяч мАч и суммарно низкой ценой всего в 700 рублей. Да, вы не ослышались, не удивляйтесь, всего за 700 рублей с копейками вы получаете на Озоне Powerbank на 20 тысяч мАч. То есть можно, по идее, зарядить сразу 4 смартфона от Xiaomi. Я даже не знаю, честно, о чем можно вообще мечтать. Ну, давайте все же с вами ускоримся и сразу перейдем к нашему интересному экземпляру. Первое, что я сделал после распаковки, это решил раскурочить корпус. Да, именно сразу же раскрыть корпус. А сделать это было очень даже непросто. Я даже, знаете, причинил себе небольшой вред. Там отверткой, в общем, поцарапал себе руку. Ну, такое тоже бывает. Короче, я вскрыл таки этот корпус, что было довольно небезопасно. Все же, как вы знаете, аккумуляторы, если повредить его немножко, может, конечно, и полохнуть. Ну, так, прилично на всю комнату. Поэтому, друзья, не повторяйте моих трюков у себя в домашних условиях, но в наших целях мы, конечно же, это сделали. В общем и целом, внутренности тут, скажем так, на пятерочку. Большая, довольно крупная батарейка и, скорее всего, обычная литиевая, что уже подозрительно. Далее у нас подсветка циферблата, распайка кабелей, маленькая плата, и на этом все. В целом нет, конечно, претензий, все нормально, но, правда, никакой маркировки на этой батарейке вообще нет. Но оно-то, в принципе, и понятно. Кто ж тебе, дурачку, напечатает объем, чистый объем данного аккумулятора? Разбежался. В этом-то и суть, что не узнает никто, какой у него объем. Но мы-то с вами, друзья, непростые люди, знаем решение, и чтобы проверить реальный объем, я просто прикупил в маркете специальный USB-измеритель объема аккумуляторов. Да, серьезно, есть такие штуковины, они уже давно продаются, и вот через эту штучку за 400 рублей я пропущу входное напряжение на смартфон, и мы с вами проверим, сколько же передаст Powerbank чистыми зарядом в миллиампер-часов и сколько на это уйдет времени. Итак, в качестве испытуемого я использую свой рабочий смартфон Redmi Note 12 Pro. У него вроде бы батарейка то ли на 4500, то ли на 5000, и вот, разрядив его почти до нуля, я подсоединил тот самый измеритель в USB Powerbank, а от измерителя пустил кабель в смартфон на зарядку, и все, мы с вами видим, как начинает бежать циферблат. На этом циферблате, значит, сперва, то есть сверху справа находится буква Т, это время, сколько идет сама
сама зарядка в целом, а прямо ниже под временем видим, сколько передает Powerbank мАч в общей сумме. Слева у нас, значит, идет там напряжение по кабелю и прочие нюансы, но нам интересна именно правая часть. Короче, друзья, я оставил заряжаться смартфон, и вот спустя почти 3 часа смартфон полностью зарядился, и на это ушло у нас 4300 мАч. Почему, вы скажете, не 5000? Потому что вроде бы эта модель, у нее аккумулятор на 5000, но я вам напомню, что этому смартфону уже почти что целый год, и скорее всего его батарейка уже потихонечку выдыхается, и поэтому у нас чистый заряд возможно 4300-4500. И что продолжит далее проверять наш Powerbank, я решил подключить следующий смартфон, это Samsung S9, тоже старенький, и он был на 40%, по-моему, разряжен. И в общем-то я подключил этот смартфон и пошел по своим делам. Вернулся я через 20 минут, и знаете что, друзья, да, Powerbank полностью потух, он просто был полностью разряжен в ноль. При этом, что напомню, до этого у нас было, по-моему, там по лампочкам 3 лампочки, это значит, что было 75% заряда, ну типа 75, но потух он даже не добравшись до отметки в 5000 мАч, он потух ровно на 4780 матч. Вот реальный объем Powerbank, даже не 5000 и далеко уж точно и далеко не 20 тысяч, как написано на упаковке и на самом сайте Озон. Опять-таки чисто разводняк от Озона, но что самое интересное, люди на Озоне, кто купил данный Powerbank, они-то не знают, как измерять реальный объем, и поэтому пишут все супер, все отлично, заряжается, да, недолго хватает, но все работает, все замечательно, спасибо вам, продавцы Озона. Это очень забавно, ведь на самом деле их просто развели на циферки, и все же действительно, хоть он и ужасен, но я оставлю себе этот Powerbank, потому что, ну, за 700 рублей он может, в принципе, заряжать один раз смартфон, скажем, на 5000 батареечку, и у него множество разных там кабелей торчат из корпуса, это очень удобно, и я бы честно, вот, ну, честно поставил бы этому продукту 10 баллов за такую-то цену, в 700 рублей, настолько он удобный и настолько дешевый. Но только один момент, вот честно, я так и не понял, зачем было врать про 20 тысяч мАч. Ну, напиши ты честно, я не знаю, там 6 тысяч, ну, возможно, там немножко преувеличьте, поставьте 7 тысяч, ну, ладно, там, зачем писать 20 тысяч, это, конечно, лютый кринж. А так, да, в принципе, неплохой Powerbank за 700 рублей, и только за 700 рублей, потому что за 1800 или, скажем, за 2000 с копейками вы уже купите настоящий Powerbank, например, от Xiaomi, и примерно там будет как раз 20 тысяч настоящих мАч. Но это, конечно, не точно. Я не буду действительно выкидывать данную банку, нельзя, как вы знаете, выкидывать такие вещи с аккумуляторами внутри, это опасно, они токсичные, лучше пусть он лежит у меня в дома, и в наушниках я тоже снял батарейку, надо беречь все-таки природу, а так, конечно, все это действительно мусор, за исключением Powerbank. Там просто жадность фрая разгубила, и 20 тысяч мА это, ну, конечно, они переборщили, а все остальное это, ну, действительно скам, традиционный скам маркетплейса Озон в сотрудничестве с китайскими джокерами. Вот, в принципе, и вся история про эти покупочки в кавычках. Если вам было интересно данное видео, дайте мне об этом знать, поставьте лайки, напишите комментарии, что у вас еще вызывает интерес, что можно было снять в будущих видео. А я же, друзья, на этом уже буду заканчивать, пойду дальше копаться в уникальных супер предложениях от Озона, чтобы снова удачно купить что-то фирменное для будущих видео. На этом я заканчиваю. Всем еще раз удачи и не болейте. Пока-пока.